Все началось, когда пришел пес. Он просто сел возле забора и громко залаял, словно звал кого-то. Хозяева дома даже не обратили внимания, мало ли что за собака лает. Это же частный сектор, тут у каждого первого есть пес на привязи. Пес просидел перед забором до самого вечера. Тогда Ольга забеспокоилась. Видно, что собака домашняя, ухоженная, лоснящаяся, воспитанная и не оголодавшая. Может, потерялась. «Дима, давай покормим пса. А завтра, может, объявление напишем? Ну, видно же, что собака домашняя». Муж Ольги, Дмитрий, послушно взял миску и положил туда кашу, приготовленную для их собак. «Привет, мальчик, как же тебя зовут?» Дмитрий поставил миску возле пса и наблюдал, как тот с аппетитом ел. Султан-дружок потерялся. Да, мальчик Дмитрий любил животных, у них с Ольгой было 2 собаки и кошка. Пес аккуратно ел, совсем не похож он на классическую дворнягу. Черный с коричневыми подпалинами, шерсть короткая, блестит высокий, с мощными лапами и длинным массивным черепом. Стоячие высокие уши, прям как у добермана. Еще совсем маленьким щенкам специальным образом обтягивают ушки, чтобы они потом стояли. Хвост же длинный и прямой, совсем как у овчарки. Пес поднял морду и посмотрел на Дмитрия. «Ты благодаришь меня, мальчик, какой ты умный». «Где твой дом?» Дмитрий хотел погладить пса, но решил все-таки этого не делать. «Завтра будем искать твоих хозяев, малыш». Вечером Ольге стало плохо, поднялась температура до 40 градусов, ее знобило. Ольга была в полубредовом состоянии. Дмитрий вызвал скорую, частный сектор, машины долго не было. И он, ожидая врача, растирал руками ледяные ноги Ольги. «Алюсик, давай согревайся, сейчас врач приедет, укол сделает и все будет хорошо». А Ольга была далеко. Ей снилось, как она вышла за ворота дома и пошла по знакомой улице. Когда обернулась, увидела пса. Он величественно шел за Ольгой, но потом поравнялся с ней. И будто подгонял вперед, когда она слишком долго задерживала взгляд на соседских домах. «Олечка, не уходи, подожди еще немного. Я тут занят чуток, потом вместе пойдем». Ольга остановилась и посмотрела назад, там стоял ее муж, Дмитрий. Как обычно, ему нужно было еще время. Как же Ольге хотелось скорее идти вперед. Ну уж ладно, дождусь его. Ольга повергнула обратно, громогласно залаял пес. «Потерпи, мальчик, в следующий раз прогуляемся. Видишь, Дима там опять что-то не успевает, придется его подождать». Ольга открыла глаза и обнаружила себя в кровати. Над ней склонился врач, взволнованным. Дмитрий стоял немного поодаль. «Все в порядке, кризис миновал». Обратился врач к Дмитрию. «Алюсик, слава богу. Тебе так плохо было, ты бредила. Я очень испугался. Я сейчас врачей провожу и к тебе вернусь». Наутро Ольга себя чувствовала намного лучше, но все еще была слаба. Она лежала в постели, а Дмитрий хлопотал по дому. Он положил еду животным, не забыл и про пришедшего пса. Когда Дмитрий вышел за ворота, то увидел отдаляющуюся фигуру собаки. «Эй, мальчик!» Дмитрий свистнул. «Иди ко мне, я тебя покормлю». Пес обернулся, но продолжил идти дальше. А Дмитрий так и остался стоять с миской, полной еды. «Алюсик, представляешь, пес ушел, видел, что я принес ему еду, но все равно ушел, а мне ведь снился он в эту ночь. Будто мне идти надо куда-то, а он меня провожает. А потом ты меня позвал, попросил немного подождать. Я к тебе иду, а пес лает, мол, куда идешь, тебе в другое место надо. А сегодня ушел, как мне полегчало». «Дим, думаешь, это как-то связано? Алюсик, не говори глупостей, давай, лучше я тебе чай сделаю, а потом ты поспишь немного». Через неделю Ольга совсем поправилась. И, отправившись на рынок, встретила там свою соседку. «Ольга, здравствуй, как самочувствие?» «Спасибо, Аня уже в полном порядке». «А ты как? Что нового? Ты представляешь, вчера вечером к нашему дому пес пришел, видно, что не уличная шавка, красивый такой, черный с коричневыми подпалинами, просто сел возле забора и сидит. Я походила по соседям, никто не знает такого. Что делать с ним теперь?» «Аня», — охнула Ольга, — «ты лучше гони пса этого». Ольга рассказала-то, что с ней приключилось. «Несчастье приносит эта собака, точно тебе говорю. А если бы я с ним во сне дальше пошла, может, уже 9 дней справляли бы». «Ты что говоришь такое, Ольга? Сплюнь, а пса прогоню от греха подальше». Дома Ольга рассказала об этом мужу. И тогда уже он забеспокоился. Ну да, странно все это. Но у них же все в порядке, ни с кем ничего плохого не случилось. На следующий день Ольга узнала, что к дому Анны ночью приезжала скорая. Испугавшись не на шутку, она пошла к ней домой. Возле ворот собаки не было, но калитка была открыта. «Анна, ты дома?»
Это Оля, у тебя калитка открыта, я зайду. Ольга заглянула во двор, никого нет, дверь в дом заперта. Ольга решила спросить соседку напротив, вдруг она знает что-то. Виктория, добрый день. А не знаешь, что случилось? Говорят, ночью скорая приезжала. Да, Оль приезжала к Софии Филипповне, к Аниной маме, с сердцем плохо стало, ну, все. Отмучилась старушка, царствие ей небесное. Аня с мужем уехали, все эти вопросы сейчас решают. Ольга грустно побрела домой. Неожиданно, конечно, София Филипповна была очень крепкой старушкой. Да и сердцем у нее проблем не было. Ольга была уверена, что все это связано с черным псом. Надо будет у Ани как-то аккуратно выяснить, прогоняли его или нет. Через 3 дня, на поминках, Аня сама рассказала про пса. Я как с тобой поговорила на рынке. Домой прихожу, пса этого нет. Думаю, слава богу, сам ушел. А он во дворе, оказывается, мать его пустила, ты представляешь. Стала я пса гнать, он рычит, скалится, за ворота вышел, а дальше не идет. Сидит и все тут. Ну а ночью маме плохо стало. Пса я больше не видела. Разговоры о черном псе быстро разлетелись по поселку. Каждый житель следил, чтобы к его дому не подходила эта собака. Говорят, что его видели возле дома одинокого старика. Потом даже решили зайти к нему сердобольные люди проверить, все ли с ним хорошо. Оказалось, нет, стал он очередной жертвой черного пса. Люди совсем с ума посходили, боялись за себя, за маленьких детей и пожилых родителей. Дмитрий места себе не находил. Через неделю должна вернуться из санатория его старенькая мама, Лидия Ивановна. Она зимой перенесла воспаление легких и очень быстро сдала по здоровью. Ей требовался особый уход. Дмитрий переживал, что пес может вернуться к ним. В день приезда свекрови Ольга намыла весь дом, наготовила много еды. От нервного напряжения она совсем не могла сидеть на месте. К обеду Дмитрий привез маму домой. «Мама, здравствуйте. Как себя чувствуете?» Ольга хлопотала вокруг свекрови. «Давайте заходите скорее, передохните немного, скоро будем обедать». За обедом Лидия Ивановна жаловалась на самочувствие. «Ой, дети, как я уже устала. Болею, болею без конца, хоть бы уже Бог забрал меня к себе». «Мама», — закричал Дмитрий, — «что ты говоришь такое? Типун тебе на язык, мама, действительно. Вы же у нас сильная женщина. Еще осенью в санаторий поедете, совсем восстановитесь. Прекратите думать о плохом. Я, Оленька, слышала, что по поселку черный пес ходит, к кому он придет, то помирает. Знаю, что и к тебе он приходил, мама, это все совпадение. Не берите в голову, нет, это же не просто собака, а проводник. Пес провожает душу на тот свет. Поэтому и уходит он сразу, как только душа покидает тело». Ольга и Дмитрий молчали. Они были абсолютно согласны с Лидией Ивановной, но не хотели поддерживать подобный разговор. Несколько месяцев. О черном псе никто не слышал. Но его все равно боялись, перешептывались друг с другом, говорили даже так: «Вон, этому совсем недолго осталось, значит, скоро за ним пес придет». И вот однажды, возвращаясь домой с рынка, Ольга увидела, что возле дома сидит черный пес, а Лидия Ивановна стоит с ним рядом. «Мама, мама, что вы делаете? Гоните его прочь». Ольга подбежала к дому и схватила палку, лежавшую под ногами. Она замахнулась на пса. Пес стоял на месте. Он рычал и скалил острые белые клыки, но не уходил. «Что ты пришел? Уходи, уходи отсюда!» Ольга плакала и замахивались на пса палкой. «Олечка, не переживай. Не гони его. Значит, мое время пришло. Чему быть, того не миновать. Ты меня проводишь? Да, мальчик хороший какой, красивый». Пес замахал хвостом, разъяренная Ольга его больше не интересовала. «Пойдемте в дом, мама. Не хочу его видеть». Весь оставшийся день Ольга не находила себе места. Она видела, как Дмитрий украдкой смахивает слезы. Конечно, Лидия Ивановна была уже старенькой, с кучей болячек, но к новостям о скором уходе близкого человека невозможно подготовиться. Лучше бы ничего не знать. Пусть бы шло все своим чередом, без этого провожатого. Ночью Ольга вертелась, никак не могла уснуть. Все прислушивалась к разным звукам. Под утро ей все-таки удалось задремать. Утром Лидия Ивановна открыла глаза у себя в комнате. «Что такое? Почему я еще жива?» Она поднялась с кровати и вышла в коридор. Дверь в комнату Ольги и Дмитрия была приоткрыта, старушка туда заглянула. На кровати сидел Дмитрий и плакал. «Мама». «Алюсик», — всхлипывал Дмитрий, — «я проснулся, а ее уже нет с нами. Черный пес за Олей приходил. В прошлый раз она обратно ко мне вернулась, а сейчас все-таки увел он ее с собой». Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.